Привет всем, меня зовут Кирилл, и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о том, как рассказывать истории на английском языке. Когда вы более или менее научились говорить по-английски, наступает момент, когда вам необходимо рассказывать какие-то истории. В основном это происходит, когда мы в компании близких друзей или членов семьи, и мы начинаем рассказывать, что с нами произошло. Может быть, какая-то смешная история, может быть, какая-то, может быть, даже страшная история. Возникает вопрос, как это правильно делать, потому что очень часто мы переносим реалии родного языка в язык иностранный. Иногда там что-то совпадает, иногда совпадений мало. В таких ситуациях нужно анализировать, как это происходит в изучаемом языке. В нашем случае это английский язык, чем, собственно, мы сегодня и займемся. И в качестве примеров я выбрал два небольших таких монолога. Один монолог — это из подкаста, который я слушаю. Второй монолог — это из интервью. Есть такая передача, кто не знает, на американском телевидении, называется The View, популярное ток-шоу. Вот одной из гостей была Джулия Робертс, она там рассказывала про свои кинопробы, одни из самых первых, когда она еще только начинала. Окей, давайте посмотрим на первый монолог. Немного предыстории, так сказать, I'm gonna give you some context, чтобы вам было более понятно. Подкаст посвящен к косметике, разработке косметики, различным ингредиентам, которые используются. Оба ведущих, они называются Cosmetic Chemist, и они обсуждают всякого рода вопросы, как смешивать компоненты, как они работают вместе с собой и так далее. Один из ведущих, Перри, рассказывает, что он был в Мексике, и там в Мексике что-то произошло. Давайте посмотрим, что именно. Обращайте внимание не только на смысл, ставьте видео на паузу, потому что это будет довольно-таки длинный монолог. Попытайтесь посмотреть не только на meaning, на смысл, да, но также на форму, form. Помните, когда мы изучаем английский язык, любой язык, мы должны обращать внимание на трех китов. Это form, meaning and use. То есть на форму, как это выражается грамматически, синтаксически, meaning, какой смысл, и use, как использовать, где использовать, с кем. Здесь Перри начинает с того, что он обрисовывает контекст, где он был в Мексике, и потом он рассказывает про туалетные принадлежности. Вы видите здесь слово toiletries, кстати, вот кто не знает, запоминайте, toiletries — это все, что вы берете с собой в дорогу, или все, что у вас на vanity находится в вашей уборной. Он говорит, что у него была вот эта сумка своя, или какой-нибудь бардачок с этими туалетными принадлежностями, и у него был там крем для рук. Обратите внимание, значит, для тех, кто не знает, это реалии уже. Lotion — это обычный, в русском понимании, это крем. Да? Он может быть густой, может быть пожиже. Так вот, lotion — это что-то вроде крема, который больше к не густой консистенции идет. А если это уже прям крем густой, то там может быть прям cream. Cream — это уже густой крем. Не путать lotion — это не то, что в русском понимании лосьон. Лосьон в английском языке — это совсем другое, это жидкость, и это называется toner. Он рассказывает, что and I'm using this hand lotion for days, and it's working fine. И он использовал крем несколько дней, все было замечательно, и потом на третий день написано, это ж кондиционер для волос. Здесь еще такая предыстория, важно сказать, что Перри, он изначально разрабатывал формулу для известных шампуней, вы всеми использовались, это Suave, это VO5, если в Америке вы живете, это Wash and Go, это Head and Shoulders, это Pantene, то есть он там тоже участвовал, то есть человек достаточно известный в кругах профессиональных. С значением, со смыслом мы разобрались, как это выражается через какую форму. То есть мы говорили, он рассказывал все про то, что было в прошедшем времени. Но если вы приглядитесь, вы заметите глаголы правильно настоящего времени. Обратите внимание, что самые интересные моменты, самые важные моменты как раз передаются в настоящем времени. А какой-то бэкграунд, информация, которая не совсем важна и нам нужна только для того, чтобы мы поняли, в каком контексте это все происходит, используется обычное прошедшее время. Поэтому он и говорит, что I had this hand lotion. Обратите внимание на слово this, указательное местоимение, оно здесь очень важно, потому что оно помогает вам привлечь внимание собеседника. То есть здесь слово this не должно переводиться вообще никак. Это слово, которое просто, так сказать, завлекает вас и как прожектор в театре, на сцене фокусирует ваше внимание на каком-то определенном объекте. В данном случае это слово, которое после него. То есть this hand lotion.
hand lotion, значит, обращаем внимание на это слово. И перед этим он говорит I had this little bag of toiletries. This little опять относится к этой бардачку, к сумке, которая у него была. То есть это очень важно. И дальше он говорит, что я использовал этот крем для рук несколько дней. И он говорит I am using. Это важная информация. И делается это с какой целью? Это делается с целью того, чтобы нарисовать картину, и зритель, слушатель представил ее себе здесь и сейчас. По этой же теме заголовки новостей используются в настоящем времени, когда вы читаете новости. Да? Там используется настоящее время, чтобы это вытащить из прошлого и сделать более современно с точки зрения времени, я имею в виду, чтобы это было как бы здесь и сейчас. Несмотря на то, что мы говорим о том, что уже было, потому что, согласитесь, о том, что было, как-то вообще неинтересно, это уже история, это уже in the past. И завершается это все 3 days in, то есть на третий день. А он заметил, что там, собственно, написано кондиционер, это для волос. И обратите внимание, and I'm like, у меня уже было видео на эту тему, и многие писали, это как в русском языке, типа, если вам так удобно запомнить, ради бога, ничего общего с типа, значит, не имеет. Like это слово, которое заменяет глагол say. Вместо like вы можете использовать глагол go, and he goes, and she goes, and I go, and I'm like, and she like, I was like. Я сказал, он сказал, я подумал. Здесь глагол like, вернее, это не глагол like, это слово, наречие заменяет смысл подумать про себя, отметить себе в голове где-то, или наоборот, даже вслух сказать. Делается это для того, чтобы не прибегать к помощи косвенной речи. Помните, да, в школе нам всем мозги промывали этой косвенной речью, будь она неладна, что, как она важна. Оказывается, когда мы интересности-то рассказываем, косвенная речь нам вообще не поможет. Во-первых, это официальный язык, во-вторых, интересного ничего в ней нет. И вот этот вот сдвиг времен нам заставляли нас зубрить, в итоге это применяется не так часто, и, может быть, внимание это стоило уделять вот именно вот как это происходит, а не косвенной речи. Окей. Теперь давайте посмотрим на второй пример, как Джулия Робертс рассказывает. То есть рассказывает она про свои кинопробы на фильм Mystic Pizza. Mystic — это название портового городка в штате Коннектикут. Фильм очень интересный, 1988 года, страшно себе представить, еще до того, как она прославилась на весь мир в «Красотке» 2 годами позже. Посмотрите, у кого есть платная подписка премиум на YouTube, бесплатно можете посмотреть прямо на YouTube в отличнейшем качестве. Классический вот из того времени фильм про взросление, про взаимоотношения. Немного вам предыстории. Она сидит в студии программы The View и рассказывает, как она пробовалась. То есть нужна была на роль девушка с темными волосами. У нее были тогда светлые, она их покрасила. У нее были вообще густые волосы, кучерявые. И она, в общем, решила купить этот мусс специальный, красящий, да, и, так сказать, на пробы прийти с этим муссом. Чтобы вам жилось 100 лет. Так вот, она этот мусс налила себе на голову, вылила всю банку. И пришла на кинопробы, и вот она из воспоминаний. I read with Adam. Adam — это актер, который играет ее love interest в этом муви. I read здесь, когда вы садитесь за стол, и перед съемками, вас еще никто не утвердил, пробное такое чтение по ролям диалога, что называется. Подойдете вы, не подойдете, посмотреть, как это все звучит со стороны. Adam, who played my boyfriend in the movie. Дальше она говорит, что у нее были огромные пышные волосы, giant dark hair. Это уже с помощью мусса она все там набодяжила, короче говоря. And we're talking, и мы такие разговариваем, and he starts going like this. И она это жестом все сопровождала, то есть он стал трогать ее волосы, вошел, так сказать, в роль, чувак. And I'm thinking, I can just hear the crackling sound. И она думает, блин, я слышу прям как все трескается. Представьте, когда на вас мусса вылили целую банку, оно все там затвердело, оно ж прям трескается, как будто веточки ломаются, по 3 слоя штукатурки, что называется. После этого она говорит, что and walking to the train station, и потом я пошла домой на метро, и начался дождь, и, короче, вся эта бодяга смылась с ее головы, и, короче, полностью
полностью покрасилась ее белоснежная кофта, и она, конечно, испортилась. Самое-то интересное, but I got the part. И эту роль она получила. В итоге мы в фильме Mystic Pizza, мы ее видим там. Обратите внимание на то, как это выражается. Present simple across the board. То есть мы начинаем обрисовывать контекст в прошедшем времени. Потом она говорит, and we are talking, we're talking, and he starts going, настоящее время. Потом I'm thinking, и я подумала, мы бы в русском языке, наверное, сказали, да, здесь все делается так, как будто бы сейчас перед нами история происходит. Не как будто она происходила там 30 лет назад, да, а именно сейчас. Когда она рассказывала, что она станцию, когда она шла, начался дождь, она говорит it starts raining, опять же в настоящем времени, чтобы мы представили, как это все льется и как у нее прям капает этот мусс несчастный, да, он был темного цвета, на белоснежную просто, что у нее там было, кофта, рубашка. То есть, еще раз, когда вы рассказываете историю, вы прыгаете с прошедшего в настоящее, там что по контексту подходит, происходит это с целью того, чтобы заинтриговать и сделать ваш рассказ более интересным. В русском языке мы тоже так делаем, где-то меньше, где-то больше, поэтому какие-то параллели тоже можно провести. Но то, что мы делаем там в русском языке, не значит, что это вы будете делать в английском языке, это так не работает, нужно тренироваться, нужно сделать усилия и прям рассказать какую-то историю, поэтому I challenge you написать в комментарии какую-нибудь историю из жизни с вами, которая произошла. Я читаю все ваши комментарии, вы очень много пишете теорий, пересказываете теоретических каких-то знаний. Это все прекрасно, замечательно. Но мне бы, конечно, хотелось видеть, как вы владеете языком с практической точки зрения, потому что теорию пересказать может каждый дурак. Напишите о себе, всегда интересно читать, какой у вас опыт изучения языка. Для меня, как для учителя, это всегда очень-очень интересно. Попробуйте. Это challenge. Напоминаю, что у меня есть Instagram и Telegram, Kirill's_English handle. Я желаю всем отличных выходных. Stay warm. Пока.